Лея выросла в забытом богом уголке, где бедность передавалась по наследству как фамильная реликвия. Это был край, от которого отвернулись даже звезды, оставив лишь темное небо, полное невидимых страстей и историй, наполненных слезами, утратами и несбывшимися мечтами. Здесь жизнь никогда не знала изобилия, никогда не была щедрой, ни еды, ни надежды, ни будущего, которое могло бы подарить хотя бы каплю счастья и радости. 18 лет, и мир вокруг нее не предлагал ничего, кроме пыльных дорог, которые вели в никуда, и долгов отца, которые тянулись за ними, как цепи, нагружающие ее молодое сердце. Когда он проиграл последнюю землю на азартных играх, единственным, что у него осталось, была она, его единственная дочь, символ безнадежности и несбывшихся надежд, которую он уже не мог спасти от жестокого, бесчеловечного мира, полного страха и отчаяния. Ее передали одинокому фермеру, мужчине по имени Якоб, который жил на краю деревни, где граница между реальностью и мифами стиралась. Якоб был суровым, молчаливым, с потемневшим прошлым, полным печали и горечи, которые никто и не смел бы осудить. Люди говорили о нем шепотом, обмениваясь подозрительными взглядами, стараясь не привлекать к себе внимания этого загадочного человека. Он давно стал объектом слухов, порождающих страх и недоверие, о которых не знала только Лея, ведь ее жизнь всегда была окружена обманом и тревогами. Говорили, что он опасен, что он сошел с ума после того, как потерял семью в трагедии, о которой никто не знал подробностей, ни о причинах, ни о последствиях. Люди считали, что теперь он купил себе девственницу, чтобы запереть ее в доме, в заточении, где свет не пробивался сквозь окна и воздух был насыщен страхом и одиночеством, словно бы искал свободу, которой не было. Лея прибыла на ферму с ужасом в сердце, как путник, который долго бредет по безжизненной пустыне в поисках воды и спасения. Ей казалось, что впереди лишь ощутимое страдание, что каждый день будет испытанием для ее воли и духа, каждое утро приносить новые мучения и печали в ее непростой жизни. Она ожидала боли, власти и насилия, которые станут ее повседневной реальностью, как темные облака, нависшие над головой, предсказывая грозу и разрушение. Но вместо этого, в резко контрастирующей реальности, она столкнулась с почти пугающей тишиной, которая окутала ее, как плед, согревающий от холода. Ей дали комнату с чистой постелью и еду на столе. Первых двух вещей, о которых она могла только мечтать в своей прежней жизни, полной лишений. Здесь не было ни жестоких прикосновений, ни жадных взглядов, полных ожидания и желания, с которыми она привыкла сталкиваться. Только вежливая отстраненность, которая сначала казалась ей пугающей и чуждой, но постепенно превращалась в спокойствие, как мягкий свет восходящего солнца, который пробивается сквозь утренние облака после долгой ночи одиночества. Прошли дни, затем недели, которые тянулись, как медленный долгий поток воды, неся в себе воспоминания и надежды. За это время она так и не услышала ни одного упрека со стороны Якоба, который продолжал свое молчаливое существование, занимающееся хозяйством и заботясь о своих полях, словно обожая каждую травинку и каждое семя. Никаких требований, никаких условий, только жизнь, в которой она постепенно начинала понимать, что такое свобода и как важно уметь ее ценить. Якоб просто продолжал заниматься своей работой, обрабатывая землю с утра до вечера, иногда приглашая Лию помочь. Но его голос звучал спокойно и ненавязчиво, как мелодия, успокаивающая бурю. Он терпеливо учил ее работать с землей, передавая свои знания и навыки, которые поколениями обретались в его семье и пропитывали каждый клочок земли. Он не смотрел на нее, как на плату за свое одиночество. Он просто был рядом, не нарушая ее границы, свободно оставляя ей пространство, которое ей так нужно было, чтобы обрести себя. Сначала Лея не доверяла ему, как долгое время привыкшая жить в постоянном страхе и неуверенности.
Она наблюдала за ним с настороженностью, зная лишь боль и неприязнь. Но позже, постепенно, с каждым новым днем, она начала чувствовать странную свободу, такую сладкую и непонятную для нее. Она впервые в жизни могла выбирать, идти ли в поле, где солнце светит ярко, или остаться в уютном доме, говорить или молчать, быть собой, или прятаться за маской, которую носила так долго, словно это была ее вторая шкура. Со временем она стала частью этой земли, и полное ее принятие обрело глубину. Поля, которые прежде казались ей чуждыми и неприятными, стали домом, знакомым и любимым. А ночное небо с миллионами звезд стало ее покровителем, тихо наблюдающим за ее стремлениями и чаяниями, защищая от ночного холода. Утренний туман стал ее привычным спутником, а птицы, рассаженные по веткам, стали свидетелями ее нового начала, поддерживая ее в поисках смысла и надежды, которые когда-то терялись в темных глубинах страха и отчаяния. Окружающие сначала шептались за спиной, считая ее жертвой и угнетенной душой. В их глазах она была игрушкой, платой за долги, о которых никто не хотел вспоминать, как от болезненных и неприятных домашних тайнах. Но год спустя все изменилось, как листва деревьев, меняющая цвет с приходом осени, обретая новую жизнь и новые мечты. Лея стала хозяином фермы, уверенной, самостоятельной, живущей по собственным правилам. У нее появилась своя история, которая больше не зависела от страха и унижения прошлого. В ее глазах уже не было страха, который когда-то диктовал ей каждое движение и каждый выбор. Только достоинство и тишина, полная силы и уверенности, которые оставляли след в сердцах даже самых равнодушных и черствых людей. Она не принадлежала никому, как сокол, свободно парящий в безграничном небе, который не знает о клетках. Ее не спасали, не держали, не покупали. Она сама выбрала остаться не ради кого-то, а ради себя. И это было куда сильнее и глубже, чем любые узы или обещания, которые когда-либо могли быть даны как легковесные слова, не имеющие под собой тяжести настоящего выбора. Ее путь к свободе оказался долгим и тернистым, как высокая гора, защищающая, отражающая от врагов. Но теперь он был или стал тем путем, которому она с радостью следовала, обретая собственную идентичность и уверенность в своих силах, о которых она даже не подозревала ранее. Так заброшенное поле, когда-то полное сожалений и печали, стало полем свободы и самопознания. А одинокий фермер, который не прикасался, стал человеком, который, не требуя ничего взамен, дал больше, чем могли все остальные вместе взятые. Он подарил Лее возможность быть собой, начинать заново, находить свое место в этом мире и дать ему новый смысл, который она так долго искала и который теперь показался таким близким и ясным. Они вместе соединили свои жизни в этой большой, но скрытой от всех фермерской реальности. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного, и эта история лишь первая из многих, которые мы готовы вам рассказать. Пытаясь добраться до сердцевины каждой жизни, каждой мечты, каждой попытки найти себя в этом бесконечном потоке времени, где каждое мгновение может стать началом чего-то нового и прекрасного.